Манипуляциями обычно называют скрытое злонамеренное воздействие на другого человека с целью заставить его сделать что-то вопреки своим интересам, для того, чтобы отобрать у него какие-то ресурсы, нанести вред, причинить боль или воспользоваться. Но по факту все есть манипуляции, и ничто не манипуляции. Манипуляции в принципе, вообще, это способ взаимодействия между людьми. Я сейчас говорю какие-то слова, сотрясаю воздух, нещадно манипулирую вашими барабанными перепонками, раздражаю сетчатку ваших глаз, заставляю вас проживать значение моих слов, для того, чтобы вы понимали, о чем я говорю. И вы не можете не реагировать на мои слова. Это происходит автоматически. Мы проживаем все, что видим и слышим, для того, чтобы понять, что мы видим и слышим. Сначала едим, потом понимаем, что съели. Сначала проживаем и усваиваем всю информацию, только потом понимаем, что это за информация. И то не всегда. Слова – это кнопки в мозгах, которые заставляют нас реагировать. Деньги, секс, опасность, предательство, семья. Почувствовали? Увидели что-то? Я сейчас просто произнес общие слова, а ваш мозг уже что-то вам нарисовал и заставил вас это прожить. В данном смысле любая коммуникация – это манипуляция, а любая манипуляция – это коммуникация. В том смысле, что любая манипуляция – это все равно какое-то сообщение, какое-то заявление, какая-то просьба, просто выраженная не прямо, непонятно, некачественно. И очень важно научиться видеть это сообщение, которое скрыто за манипуляцией, для того, чтобы не вестись и реагировать адекватно. Манипулируют все. Вопрос качества. Маленькие дети кричат, провоцируют, занимаются эмоциональным заражением и другими манипуляциями, потому что по-другому они пока еще не умеют. Они пока еще не научились понимать и осознавать свои потребности и понятно о них говорить. К слову, многие из них так и не научатся. Поэтому, если ты манипулируешь, то делай это качественно, хорошо. И научись работать с манипуляциями других. Потому что мы живем не в дистиллированном мире с розовыми единорогами и добрыми феями. Мы воздействуем друг на друга. И воздействие это может причинять вред. Потому что каждый добивается своих целей, удовлетворяет свои потребности, хочет получить от других какие-то результаты. А про манипуляции мы обычно начинаем говорить только в том случае, если эти результаты нас не удовлетворяют. При этом обвинять другого в манипуляциях – это сама по себе распространенная манипуляция. Когда я называю другого манипулятором, я перекладываю на него ответственность за результат и встраиваю в него чувство вины и стыда. Ах ты чертов манипулятор, нелпер и вообще токсичная личность. Фу быть таким. Насмотрится там своих ютубов, а потом абьюзит по подъездам. Если перевести это на русский язык, скорее всего это сообщение «Я хочу, чтобы ты испытывал чувство вины и стыда для того, чтобы мне было удобно с тобой общаться. Я хочу, чтобы ты взял на себя ответственность за то, что я чего-то не имею в этой жизни, что-то у меня не получается. Ты должен как-то позаботиться обо мне, быть виноватым, возмещать ущерб, делать Q 2 раза. Помните, что любое ваше «должен» – это чье-то сильно завуалированное «хочу» и замешанное на чувствах вины, стыда и страха. Для интереса проведите эксперимент. Если вас назвали манипулятором, абьюзером, нелпером или кем-то еще, скажите «Да, я манипулятор. И как тебе с этим?» «Ты эгоист, нарцисс, вообще демон». «Да. И что ты чувствуешь по этому поводу?» «Да, и...» Это ваше сообщение в ответ о том, что я вижу то, что ты хочешь. Я вижу, что ты мне пытаешься впарить стыд, вину и ответственность. Но они мне не нужны. Это твой стыд, это твоя вина, это твоя ответственность, это твоя тревога, это твой страх. Я тебе их оставляю. Ты с ними справишься. Ты взрослый, я в тебя верю.
И здесь важно помнить, что только мы сами отвечаем за качество нашей коммуникации. Насколько правильно нас поняли и какой результат мы получили. И только мы сами отвечаем за защиту наших личных границ, чтобы нас не обижали и не делали нам плохо. Обзывание других манипуляторами не решает никаких проблем. Роль жертвы и роль судьи – это такие же манипулятивные роли, как и все остальные. Иногда даже более манипулятивные, потому что менее явные. Плюс роль жертвы, например, еще и токсичная роль. Она отравляет вашу психику бессилием, беспомощностью и ничтожностью. И не существует никакого вин-вин. Вин-вин – это миф, психовирус и манипуляции. Если вы верите в вин-вин, то вас уже развели, уже инфицировали. Кому-то уже удалось убедить вас в том, что ваши желания и потребности – это не очень-то и важно. Кому-то уже удалось вас обесценить. Обратите внимание, где вы себя предали, потому что уверовали в вин-вин. Если у человека есть возможность, он заберет абсолютно все. Любые другие варианты – это компромисс во имя отношений или другой, более важной ценности или потребности. Не нужно заниматься самообманом. Называйте вещи своими именами. Если я о тебе забочусь, защищаю тебя, даю тебе денег, то это не потому, что вин-вин, а потому что мне важны наши отношения. Поэтому в самом понятии манипуляции нет ничего плохого. Иногда они нам очень нужны и важны. Взять тот же коучинг, НЛП и психотерапию, например. Я знаю, что мной будут управлять, и я позволяю другому человеку воздействовать на мою психику для того, чтобы получить нужные мне состояния, навыки и результаты. Бизнес, маркетинг, политика, переговоры, управление – все это манипуляции и воздействие на других людей с целью заставить их делать то, что нам нужно. Однако некачественные, тупые, грубые манипуляции могут быть очень токсичными и деструктивными. Деструктивные манипуляции наносят вред другому человеку, самому себе и разрушают отношения. Токсичные манипуляции обычно связаны с встраиванием обиды, вины, страха, стыда, тревоги, печали и других токсичных эмоций. Они приводят к созданию зависимости, выученной беспомощности и даже психосоматики. Такие манипуляции токсичны для всех участников такой манипуляции и точно так же приводят к разрушению, отравлению отношений. Какие могут быть причины использования деструктивных манипуляций? Во-первых, это воспитание и влияние окружения. Например, когда родители были эмоционально незрелые, травмированные, зависимые, манипулирующие. В таких семьях обычно не принято прямо выражать свои эмоции и потребности. А некоторые эмоции вообще находятся под запретом. А манипуляции, зависимость, чувство вины, стыда и прочее – это основной способ построения отношений. В любом случае нельзя сказать прямо: «Мне от тебя не хватает любви, тепла, ласки, поддержки. Пожалуйста, позаботься обо мне так-то и так-то». Например, почеши меня за ушком, подари мне Lexus и шоколадку. Или обними меня, скажи, что любишь, и налей какао. У кого какие потребности. Вместо этого можно поиграть в какую-то увлекательную игру из серии «А я обиделась, а ты угадай почему». Или «Слушай, а Ленке-то муж новый Lexus подарил. Настоящий мужик, не то что ты». Или «Слушай, а Михалычу жена борщ каждый день варит». Или «Я так страдаю, а ты бесчувственная скотина». Или «А я такой герой, а ты не ценишь». И так далее. Прямое сообщение слишком непривычно и рискованно. Мне же могут отказать. Мне же может быть больно. А старая добрая пассивная агрессия и зависимость – это просто надежно и привычно, как дедушкин ТТ. Потому что и мои родители так делали, и их родители, и жили как люди, без всяких этих ваших басурманских высказываний, этой искренности вашей, этой вашей эмоциональной близости. Ишь, напридумывали там своих личных границ.
Не нужен нам ваш эмоциональный интеллект. Вторая причина – это может быть защитный механизм, как следствие травматического опыта или недопрожитых тяжелых эмоций. Например, когда мной манипулировали, делали мне больно, и эти ситуации не отработаны и недопрожиты до конца. Это могут быть какие-то варианты нарушения привязанности, нарциссический опыт, пограничный опыт, ПТСР и другие последствия травматического опыта и психологического насилия. Здесь склонность к манипуляциям может быть защитной реакцией, способом избежать боли и ретравматизации. Лучше я буду манипулировать и управлять другими, чем я снова сам попаду в ситуацию, где я буду уязвим и меня, например, бросят. Лучше я буду делать зависимыми и уязвимыми других. Так спокойнее. Третий вариант. По работе. Это те варианты, когда профайлинг, вербовка, дезадаптация, подавление, гипноз и прочие прелести жизни – это необходимые для работы компетенции. Только в этом случае эти навыки могут проявляться и в быту с близкими, как профдеформация. И четвертый, самый тяжелый вариант – это различные психопатологии. Это могут быть различные антисоциальные, нарциссические, садистические, истерические и другие черты и расстройства личности, с которыми человек не может не манипулировать, не может не наносить вред и боль окружающим. В самых патологических случаях речь идет про приемы психологического насилия, которые наносят очень серьезный вред психике и приводят к очень тяжелым последствиям. Восстанавливаться после многолетнего психологического насилия очень тяжело и долго. И в большинстве случаев к исходному состоянию ты уже не вернешься никогда. Поэтому в случае с расстройствами личности и приемами психологического насилия лучше сразу выходить из коммуникации. При любом раскладе оно того не стоит, даже если это близкие. Особенно, если это близкие. При этом от деструктивного воздействия полностью защититься нельзя. Особенно это касается шизофреногенной коммуникации и других приемов психологического насилия. Если ваши глаза и уши открыты, то вы облучаетесь. Даже если вы понимаете, что происходит, это все равно работает. Даже сильную и здоровую психику можно расшатать и отравить. Поэтому для того, чтобы видеть, что с вами делают, иметь устойчивость к такому воздействию и уметь давать отпор, необходимо самому обладать такими навыками. Познакомьте вашу психику с таким воздействием для того, чтобы вы различали, что с вами делают, и знали, как реагировать на это. Это работает как прививка. Вы получаете иммунитет. Если я чувствую, что мной управляет эмоции вины, стыда, страха, отлично. Видимо, кто-то меня уже зацепил, расшатал по эмоциям. Если я чувствую ватные мозги и не могу думать, отлично, супер. Видимо, кто-то сейчас на меня наводит транс и меняет мое состояние сознания. Если я чувствую замешательство, ступор, ничтожность, бессилие, при этом у меня пустая голова, я также не могу ни о чем думать, похоже на шизофреногенные паттерны и так далее. Выходим из коммуникации под любым предлогом для того, чтобы отдышаться и прийти в себя. Важно помнить, что ответственность за вашу жизнь, за ваше окружение, за ваши личные границы, за качество коммуникации лежит только на вас. Даже если вы сами не справляетесь, позвать на помощь – это тоже ваша ответственность. Никто о вас не позаботится, если вы сами о себе не позаботитесь. А что если это мама? А что если это папа? А что если это мой 37-летний ребеночек? А что если это муж? А что если это жена? А что если это шеф? А что если он сильнее? А что если их больше? А что если они любя? А что если с ними поступали так же? Да, это печально. Да, это больно. Да, это несправедливо. И хотелось бы, чтобы было по-другому. Но это ничего не меняет. Если ваши личные границы нарушают, и вы с этим ничего не делаете, вам не помогут никакие техники. И психотерапевты вам тоже не помогут. Сожалею. Все начинается с того, что ответственность за себя, за свою жизнь, за свои личные границы вы берете на себя. В помощь вам принципы экологии разума,
эмоциональной гигиены и качества окружения. То есть берите на себя ответственность за качество информации, которую вы потребляете, за качество эмоций, которые вы переживаете, проживаете, чувствуете, и за качество вашего окружения, кто и что вас окружает. То есть убирайте из вашей жизни токсичную информацию, токсичные эмоции и токсичных людей. И за качество вашей коммуникации отвечаете тоже только вы. Никто не обязан уметь читать ваши мысли. Это ваша ответственность уметь познакомить другого с вашими личными границами. Уметь донести сообщение, как с вами можно, а как с вами нельзя. Ответственность, личные границы, практические навыки. И помните, если вы считаете, что вами никто не манипулирует, значит вы в руках профессионала.